Привет, с вами Шура Фомин, и сегодня я делаю обзор педалей для кахона фирмы Dixon. Расскажу о каждом винтике, покажу, как ее можно настроить под себя. Отдельно хочу отметить, что эта педаль предназначена не только для игры по кахону, но и другим барабанно-перкуссионным поверхностям. Итак, поехали! Начну с того, что эту педаль мне предоставил для обзора российский барабанный центр Blast Beat. За это ребятам и лично Виталию скажем спасибо. Давайте посмотрим, что идет в комплекте. Футборд с тросиком, остов для колотушки, стяжка для тросика, колотушка, анкерная рама, 10 резиновых прокладок, запасной тросик, хотя в самой инструкции не указан, и сама инструкция. А теперь пройдемся по нашей педальке более детально. Футборд. На самой поверхности мы видим логотип фирмы Dixon. Он нужен не только для того, чтобы мы не забывали, кто для нас сделал эту педальку, но и для того, чтобы наша нога не сильно скользила по поверхности. В основании есть упорные болты. Они нужны для того, чтобы уже сам футборд не скользил по поверхности, на которой стоит. Также предотвратит скольжение по ковровой поверхности липучка, которая приклеена к основанию футборда. Есть два болта. Если их раскрутить, то мы сможем эту часть педали сложить более компактно для транспортировки. От поверхности, куда мы ставим ногу, идет цепочка, и уже к ней крепится тросик. Основание тросика усилено такой вот пластмассовой пружиной, видимо для того, чтобы избегать резких изгибов, потому как если тросик деформирован, ему будет сложнее двигаться в этой оплетке. Аналогия велосипедный тросик, принцип похож. Всплывает в памяти моя первая педаль для кахона фирмы Гибралтар. Там тросик был ужасно ненадежный. Надеюсь, сейчас они исправили эти недочеты. Здесь же выглядит все более основательно. Вот и стяжка для тросика. С помощью ее мы можем прикрепить тросик, например, к стойке под тарелку. Остов для колотушки. Он служит для того, чтобы крепиться к анкерной раме или к стойкам и другим основаниям. Но об этом я хочу рассказать отдельно. Так вот, крепится остов к анкерной раме с помощью двух винтов. В центре есть отверстие. Выше идет пружина, которую можно настроить. Чем сильнее натяжка пружины, тем больше усилий придется прилагать для того, чтобы извлекать звуки. Ну а если же вам тяжело играть, ослабьте натяжение. Вы знаете, многое зависит от физиологии человека и степени владения педалью. Радует то, что этот производитель делает и барабанные педали, и они знают в этом толк. Но, по крайней мере, хочется в это верить. Угол наклона колотушки можно менять с помощью этого болта. Следующий болт, который находится чуть выше, отвечает за фиксацию самой колотушки к остову и за место извлечения звука по поверхности инструмента. Положение колотушки можно менять, выдвигать ее больше или меньше. Все зависит от задач. Эта планка фиксирует тросик. Выше черная резиновая прокладка. Она также направляет тросик и предотвращает изломы. А уже выше два болта, они фиксируют наш канатик. Как вы видели, колотушка съемная, мягкая. Позже я поиграю на этой педали, и вы услышите, как звучат басовые звуки. Анкерная рама. Соединим ее с остовом. Здесь мы видим упорные болты
2 штуки. Они также предотвращают скольжение. Закрепить их можно как острой стороной к полу, так и резиновой насадкой, в зависимости от того, какое покрытие пола. Дальше на раме мы видим наклейку с делением. Если вы нашли оптимальное расстояние от педали до кахона и вам важно соблюдать эти настройки, то это деление поможет вам запоминать удобное положение. 10 резиновых прокладок. Что же с ними делать? Берете резиновую прокладку, приклеиваете ее к этому выступу. Это нужно, чтобы инструмент не скользил и не оставались вмятины на самом кахоне. Теперь для вас я хочу поиграть на этой педали фирмы Dixon. Будет 2 фрагмента. В первом я поиграю педалью по кахону, во втором по ковбеллу, ведь она заявлена как мультифункциональная. Расскажу про ощущения от игры, подведу итоги. Не переключайтесь. Ну а теперь хочу прикрепить ее на стойку барабанную, причем круглую и большего диаметра, чем анкерная рама. Посмотрим, как будет держаться. И да, когда я готовился к этому обзору, я играл в ковбелл. Оказалось, что колотушка очень мягкая, и ковбелл звучит крайне тихо. Пришлось поменять колотушку. Ну вот, хочу рассказать о своих ощущениях. Я получил удовольствие особенно от игры с ковбеллом. Для меня это новые краски. К этой педали нужно привыкать. Я потратил какое-то время на это. В первом примере я специально играл ритм, в которых много двойных ударов. С одиночными все понятно. Нажал на педаль, колотушка ударила. А двойные удары мне не сразу дались. Причина в том, что тросик не такой чувствительный, как карданный вал. Но еще раз отмечу, к этой педали нужно привыкать. Обязательно фиксируйте футборд и анкерную раму упорными болтами, чтобы педаль устойчиво стояла. Во втором примере педаль я прикрепил к стойке. Держалась она хорошо, нисколько не сдвинулась. Теперь
мы знаем немного больше об этой педали, чем было до этого. И вот еще немного подробностей. Вес педали приблизительно 3 килограмма 800 грамм. Цена на момент снятия видео в магазине Blastbeat составляет 10 600 рублей со скидкой. Ссылка на педаль в описании под видео. Главный плюс – педаль многофункциональная. А это фото с коробки. Можно ею стучать в тарелку, бастон, тамбурин. Производитель счел нужным нам показать, что ее возможности шире, чем педаль для кахона. Саму педаль можно ставить на любое удобное расстояние. Высокий человек найдет удобное положение, ведь длина тросика составляет 91 сантиметр. Мой рост 1,74 м. Я знаю, что не у всех педалей для кахона есть возможность значительно регулировать расстояние. Настройки достаточно обширные. В принципе, удобно в игре. На вид выглядит надежно. У меня была тросиковая педаль, и я думал, что я больше никогда не вернусь к ней. Но это другой уровень. Сама педаль тросиковая. На мой взгляд, педали для кахона на карданном валу надежней и отзывчивей. Но и у них есть минусы. О них я вам расскажу в следующих обзорах. Производителем сделана фотография, на которой показано, что этой педалью можно играть в ковбел. Согласен, можно, но уже другой колотушкой. Отсутствует стопор на футборде. Он нужен для того, чтобы носок обуви не задевал цепь педали. Скажу честно, моя первая барабанная педаль была без стопора. Меня это совершенно не обламывало. Не на всех педалях для кахона есть эта деталь. Для кого-то это очень важно, поэтому говорю. В наличии нет ключиков для настройки педали. Дополнительно вам понадобится шестигранник и обычный барабанный ключ. Ну что ж, друзья, я постарался сделать этот обзор максимально беспристрастным. В любом случае выбор за вами. И хорошо, что у нас сегодня появилось такое разнообразие классных девайсов. Следите за моими обзорами, в том числе о педалях для кахона. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик и давайте общаться. Все это время с вами был адепт кахона Шура Фомин. До новых встреч. Пока.